Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему она в панике? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Итак, и продолжаем знакомиться. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы планируете сегодня вечером делать? Давайте будем болтать и знакомиться дальше. Вот что вы будете сегодня делать? Вот, может быть, уже сейчас, да, вот вы пришли домой. Вот что вы будете делать? Итак, в каких энергиях вы находитесь? Вот настолько вам одиноко, вот знаете, вот прям энергетика одиночества, ну просто зашкаливает. Плохо, грустно, страшно, одиноко. Причем страшно, пусть вас это слово не пугает, страшно перед будущим. У кого-то страшно входить одному в старость. Страшно быть никому не нужным, нелюбимым. Да? Вот это состояние, когда ты никому не нужен, когда вроде бы у тебя все есть, дом есть, работа есть, там машины и так далее. Но вот именно надежного плеча нет. Вот эта энергетика, когда вы уединились, да, она, в принципе, вам не присуща. Вот одиночество – это не ваше комфортное состояние, абсолютно. Это такое, знаете, вынужденное состояние, потому что у вас, я не вижу на данный момент женщины, которую вы бы любили, которая была бы с вами в отношениях. Вот вам, да, вам хочется, вам очень хочется любить и быть любимым, но пока вот не получается. Плюс я еще вам скажу, это не обошлось без вашей бывшей зазнобы. Может быть, кого-то я огорчу, но здесь четко проигрывается, что присутствует магия. Либо она сама это все чудила, вот, да, вот эти все привороты, отвороты. Либо она к кому-то ходила. И сейчас из-за этого у вас есть некоторые проблемы в личной жизни. То есть это может быть, что вообще не клеится личная жизнь, от слова совсем, что даже элементарный роман вы не можете как бы закрутить роман ни с кем. Это может проигрываться, что вы, допустим, пытаетесь, знакомитесь, начинаете новые отношения, но ничего не получается. Вы быстро расстаетесь. То есть у кого есть такие вот проблемы в жизни, то я бы советовала вам все-таки, ну, как бы пойти к специалисту и сделать хотя бы диагностику на негатив. Потому что, ну, это может быть проблемкой. Так, смотрите, ребят, вот вы почему-то, вот мне идет такая информация, вот все равно грустно, печально и одиноко, но я не вижу, что вы до конца забыли свою бывшую. Вот есть такой момент. Есть однозначно. Вот вы далеко. Вы можете даже не общаться, но вы не можете ее выбросить из головы, из сердца. Вот что бы вы мне ни говорили, но это очень четко идет. Я не беру сейчас во внимание тех, кто там развелся 20-30 лет назад, конечно же, да. Хотя даже у таких пар бывает, знаете, вот через всю жизнь проносишь какую-то ностальгию, да, какую-то вот боль по бывшей, даже спустя десятилетия, когда понимаешь, что, ну, все равно вот никого получше не нашел. Такое бывает. Вы человек, который очень любит, в принципе, такую комфортную, сытую жизнь. Вы любите хорошо покушать. Может даже проигрываться, что вы готовите даже лучше, чем любая женщина. Есть такие вот у некоторых из вас кулинарные наклонности. Плюс, знаете, вот у меня такое ощущение, что вам даже вот, когда вы в паре, вот и раньше так было, вам нравится готовить для кого-то. Вот нравится и тоже кофе в постель, завтрак в постель, да. Вот вы такой вот очень щедрый человек, очень щедрая душа. Знаете, как вот получается щедрая, но одинокая душа на данный момент. Итак, давайте-ка посмотрим, какая женщина пришла к нам на расклад сегодня.
Эту женщину, да, вы безумно любили, вы ее считали своей судьбой, но которая, вот она похоронила все ваши мечты, она похоронила все то, что вы делали для нее. То есть она так наступила и растоптала, грубо говоря, да, все, что вы для нее делали. Вы любили ее безумно, любили всей душой, старались, сделали, что могли. Да, здесь семья однозначно проигрывается, там брак, гражданский, не гражданский, но семья однозначно здесь была. Причем это женщина, которая очень сильно любит манипулировать. Эта женщина, ну такая командирша. Она любит застраивать по первое число просто всех и каждого. Она может сделать из мухи слона. Это женщина, с которой, ну я вам скажу, довольно непросто быть в отношениях. Я думаю, вам было очень непросто, особенно вот, ну, последнее время совместного проживания, я имею в виду. Потому что вот она, ну вот реально мне идет, как будто, ну, всегда найдет к чему придраться. Напишите в комментариях, есть у вас такой момент или нет. Ну, был ли, вернее, потому что мы о прошлом говорим. Вы впахивали, вы старались заработать денежку, да, потому что вы ее любили, вы кружили. Вам хотелось как можно больше вот заработать, да. Даже, я думаю, скорее всего, вот если у вас не хватало денег на ее хотелки какие-то, вы могли и одолжить их. Я больше чем уверена, да, вот вы одалживали, вы делали деньги, ну просто вот, я не знаю, из-под земли были готовы достать, только чтобы вот ей угодить. Так, давайте-ка посмотрим, почему же она в панике, что же такое случилось. Дамочки, которая очень любит себя, очень любящая комфорт. Так. Она в панике, потому что она думала, что вы, несмотря ни на что, вот вы примчитесь и вы воссоединитесь. Вот после того, что между вами произошло, она надеялась, что вы к ней примчитесь. Какой-то период вы пересердитесь, там, перезлитесь, да? Вот для нее очень важны деньги, для нее очень важно то состояние, в котором она пребывала с вами. Вот получается как? Она была с вами в состоянии любимой женщины, да, вот она чувствовала, что ее любят, что она нужна, а у вас как-то особо не было такого. Вот вы человек, который отдает. Вот у нас это видно из расклада в расклад. Вот вы отдаете последнюю рубашку, вы всю душу, вы до копеечки все отдаете ради любимого человека. Она же только хотелки свои придумывала. Вот я не вижу, что она ответно вот вкладывалась. Ну так, чуть-чуть, слегонца, да, вот в отношения. Я не вижу такой безумной заботы. Я не вижу, что она отдавала там и любовь, и тот же интим, ну так, сполна, да. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. То есть человек, который думал, что он наплюет вам душу, да, вот ваша женщина, которая была, она думает, что она будет косячить, делать все, что она хочет, а вы это должны все терпеть, прощать, а потом еще, как ни в чем не бывало, прийти и помириться. Но это абсурд просто, это как-то вообще в голове не укладывается, да, как можно такое думать. Да, вот она думала, что вы не сразу, но вы проявитесь, именно вот проявитесь с примирением, но вы этого не сделаете. Вы не сделаете, потому что вы знаете, вы очень обозлены на нее, вы очень обижены. Именно вот такое состояние у вас, знаете, вот потеря смысла жизни, что ли. Вот когда вы расстались, у вас было состояние потери смысла жизни. Получается, что любимую женщину потерял, да? Остается работа. С детьми и то не у всех получается общаться, и далеко не так, как хотелось бы. То есть у вас остались, да, деньги остались, имущество осталось, ну и, конечно же, безумная злость на нее осталась. И она вот сейчас вот паникует. Вот она паникует, как это вы не вернулись, да? Особенно это касается тех, кто, ну так, не очень давно расстался. Я имею в виду там не 20 лет назад, не 10.
Она думала, что все пойдет так же, как и было. Вот она там где-то пошалит, погуляет, задом повиляет, а вы все равно это будете все терпеть. Я вам скажу, она не думала, что вот вы так все рубанете с плеча. Вот она этого даже и не надеялась и не хотела. Вот такие вот женские, знаете, штучки, которые, ну, я бы сказала, это необдуманные поступки. Вот она делает что-то, она не думает о последствиях. Вот захотелось ей там развлечься, куда-то пойти, да, с кем-то позажигать. Но она не подумала, что будет дальше, что будет в отношениях, что она потеряет после этого. А теперь она кусает локти, и у нее паника, потому что личная жизнь у нее не складывается. Денег таких прям я не вижу у нее. Я не вижу у нее даже каких-то вот таких близких подруг, я даже не вижу. Ну, разве что там родители, может быть, сестра, ну, такие какие-то не очень близкие приятели, да, есть. А ей-то хочется красиво жить, ей хочется сытой жизни. Причем, да, она делится вот с какими-то, ну, я думаю, это скорее родственники, мать, скорее всего. Вот она делится своей грустью, печалью, почему все пошло не так, что делать. Вот, а посмотрите, она ждет денежного мужчину. Она очень хочет денежного мужчину, но его нет. Вот пока я у нее не вижу, чтобы такой прям дяденька ходячий кошелек был. Поэтому, ребята, вот она, знаете, даже если вы общаетесь, она даже виду, понятно, не подаст, что она хочет, чтобы вы вернулись там к ней. Она виду не подаст, что ей плохо, ну потому что это как бы упасть в грязь лицом, да. Она виду не подаст, что она, в принципе, она, знаете, она себя винит. Вот она винит себя, но это так, на уровне ее мыслей. Вот кусание локтей вот этих. Это такая вот, ну сказать, что работа над ошибками, я не могу это сказать. Ну, то есть человек, который абсолютно запутался в жизни, который привык жить за чужой спиной, да, вот, вы ее обеспечивали, вы всем снабжали ее, а теперь она не знает, как жить дальше, да, вот она стоит перед выбором, перед дилеммой. Вот ей плохо, она в панике, как жить дальше, у нее нет того достатка, у нее нет ничего, на что она рассчитывала. Конечно же, нет ходячего живого кошелька в виде мужчины. Поэтому вот как-то так. Она сейчас паникует. Ну, в принципе, это бумеранг. Я всегда это говорила, что бумеранг, он такой, он не разбирает, да. Рано или поздно, но все получают по заслугам. Поэтому прежде чем какую-то гадость сделать, да даже сказать, все равно это там наверху зачтется и обязательно получит человек бумеранг. Кто-то сразу, кто-то через время, но все свое получат. Точно так, как и ваша дамочка бывшая это все получила. И сейчас она как бы, знаете, вот как в сказке «Старуха у разбитого корыта». Она не знает, что делать, жизнь разрушена, финансов особо нет, любви особо нет, нужности тоже я не вижу, чтобы она была кому-то нужна. Ну, родители, может быть, там родственники, ну, дети еще. А так вот, ну, я думаю, такой женщине не позавидуешь. Поэтому вы можете спокойно вздохнуть и сказать спасибо высшим силам, которые отвели от такого человека, который живет, просто использует людей. Вот как-то так. Немного грустновато как-то получилось, да, вот обманутые надежды, жизнь поломана, растоптана, да. Ну что ж, за что боролась, на то и напоролась. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!